давайте мы немножечко еще потрудимся с вами, да? Встретиться очень хотела я с первым курсом. Почему? Потому как у них, у первого курсника, очень серьезный сейчас будет дифференцированный зачет, где они сдают методику вокала, да? Это очень ответственно. Сейчас будем на студентах, мы будем проверять, как мы освоили методику, или еще пока нам надо подучиться. Да? Итак, цель и задачи, которые я ставила в этом мастер-классе, почему я его так называю? Ну, это или открытый урок, или форма другая, немножко мастер-класс. То есть это общение и с вами, с аудиторией, да? Чтобы чему-то вы могли научиться. Проходите, садитесь. Вот. Хватило? Немножечко подвигать. Если вы курточку свою берите, потому что вам будет неудобно. Ну, это не 5 минут, да? Туда можно на столик положить, чтобы вам было комфортно, было удобно. Значит, задачу, которую я ставила перед собой в этом мастер-классе, чтобы активизировать исполнительские возможности, прежде всего, учеников своего класса. Во-вторых, познакомиться с вами, проходите, и познакомиться вас с методами моей работы, как я работаю, с опытом работы моей. В профессии я 44 года, уже почти 44 года. Поэтому, в общем-то, я решила сделать такую форму открытого урока, как мастер-класс. Итак, хочется начать. Опоздавшие, заходите. Давайте. Долго тянется. Рассаживайтесь. Хочется начать с самого начала. Какое начало? Это у нас первый курс, да? Первый курс. С сентября мы пришли учиться, и 1 сентября это у нас день знаний, 2 сентября учебный день, и у кого-то даже в это время стоит академический вокал. Это дело новое для некоторых. Для многих кто-то занимался академическим вокалом, для кого-то это совершенно новая такая форма пения. Ко мне в класс попали девочки, вот первокурсников очень много, но это в основном эстрадные певицы были, которые пели эстрадной манерой пения. И вот мне сейчас хочется начать с первокурсницы. Это девочка, это Люда Пальчикова. Людочка, иди сюда сразу, да? Люда Пальчикова, которая пела, она пела в эстрадной манере, она пела у себя в городе, она из Фатижа, и пела в своем дворце культуры, да, эстрадной манеры. Причем пела она, я смотрела ее записи, я очень наслаждалась тем, как она это делала, очень уверенно, очень раскованно, красиво двигаясь. Но это другая манера. И вот нам надо переучиваться. Почему? Потому как вы избрали такую профессию учителя музыки и музыкальной работы дошкольных учреждений, где предполагается академическая манера пения. У нас с детишками нет эстрадной манеры, да? Поэтому нам приходится эстрадных певиц обучать классической манере. И вот мы пытаемся это сделать, да, Людочка? Значит, первый курс, вы знаете, уже с вами педагоги уже проходили вопросы, 30 вопросов. Есть у всех? У всех, молодцы. И почти все вопросы вы уже проштудировали, да? И к концу первого курса, поскольку вам дана уже вот эта методика, вы уже должны овладеть правильной певческой установкой. Да? Согласны со мной? Это первый вопрос. Правильная певческая установка. Второй вопрос. Это правильное дыхание. Помните, сколько педагоги с вами работали над дыханием, да? Углубляли дыхание, поскольку практически у каждой студентки, у каждой воспитанницы дыхание поверхностное, то есть грудное или ключичное. Поэтому надо было поставить правильное дыхание. Это сложный вопрос. Для Люды немножко сложно. Для каждого из вас сложно овладеть дыханием? По-моему, очень сложно. Очень сложно. Наладить нижнереберный диафрагматический тип дыхания – это достаточно сложно, к которому мы стремимся, педагоги-вокалисты, чтобы вы могли спеть огромные музыкальные фразы. Значит,
мягкий, плавный вдох, выдох, мягкую атаку. Потом мы вырабатываем на первом курсе пение легато, из которого вырастает континент. Да? И вот этим всем мы занимались на протяжении первого года обучения, то есть вот 10 месяцев вы сейчас проучились. Вот сейчас попробуем посмотреть, что у нас получилось. Да? Давайте послушаем Люду. Она исполнит произведение. Давай я возьму сюда. Она исполнит произведение Натальи Орловой. Называется это произведение как? «Мы с тобой, друзья, музыка». Послушайте, пожалуйста, и смотрите внимательно то, о чем я вам говорила. Певческая установка, дыхание, да, кантилена, есть ли там кантилена. Давайте послушаем. Пожалуйста. Отходя от эстрадной манеры, вот на таких песнях, да, чтобы это было ближе к современности. А сейчас она споет произведение, это чистая классика, это произведение норвежского композитора замечательного Эдварда Грига, и называется оно «Лесная песня». Давай мы сделаем, сократим немножко, да, первый и последний. Да? Слушай внимательно, сейчас еще скажу. Кто из вас в первый курс поет лесную песню? О, замечательно, да? Давай нам текст. Можно еще следить по доске. Видно? Мне видно. Я думаю, что и вам видно.
Вот смотрите, что она там поет. Да? Это уже произведение, это уже диапазон большой. Если у эстрадных певиц диапазон где-то меньше октавы, да, то это уже больше октавы диапазон. Или октава ре и ре второй октавы. Это уже значительно. Аккуратненько заходите. Да? Итак, Людочка исполнит нам 2 куплета произведения «Грига. Лесная песня». Пожалуйста. Да, еще я прошу прощения. Я сразу оговорю, что это не открытый урок, и это не урок концерта. Это мастер-класс. Да? То есть по ходу делаются замечания, и сразу ученик исправляет те ошибки, которые у него были. Так что не удивляйтесь, если услышите, что я вмешиваюсь в этот процесс. Да? Я говорю, и она исправляет. Что? Понятно, да? Хорошо. Давайте. Да, и вот эту вот ноточку, она не сняла с дыхания, она не получилась. Но она в классе у меня получается красиво. Это ре второй октавы. Ну, еще есть у нас время работать, еще зачет у нас в июне мы сдаем. Я думаю, что мы это доработаем. Спасибо большое за красиво. Дальше двигаемся. Первый курс закончен. Начинается курс второй. Этот курс уже очень ответственный. Да? То есть, если на первом курсе вам говорят, что надо делать так, ножки так, ручки так, дыхание так, да, все это вы освоили. Второй курс вы уже понимаете, вы уже осознаете. То есть у вас идет осознанное восприятие постановки академического вокала. Да? Все продумано, все осмысливается, все проносится через свою голову. Возникает много вопросов, а почему так, а почему не этот, почему у меня здесь голос сорвался, почему у меня здесь не получилось на опоре. Да? Все уже проходит через такое, ну, взрослость проходит. И вот я сейчас хочу показать вам ученицу второго курса. Это Светочка Белых. Света, иди сюда. Вот такая она у нас красавица, второкурсница. Значит, почему Света? Потому что эта девушка поступила к нам без музыкальной подготовки. Кстати, Люда тоже без музыкальной подготовки. И это Света, вот второй курс, но мы считаемся без музыкальной подготовки. Света пришла, нот знала? Нот не знала, да? Поэтому, да, и еще Света не пела. Света у нас танцует, она прекрасно танцует. Я видела ее выступление здесь у нас в колледже. Это замечательно, когда она танцует, особенно русские народные танцы. Ну, искренность, веселость, такая, ну, незабвенность, но открывается русский характер. Мне это очень понравится. Но надо обучаться академическому вокалу. Да? И вот Света к этой проблеме академического вокала, она подходит осознанно, сознательно и очень серьезно. И мне это нравится. И так же, как серьезно она относится ко всем музыкальным дисциплинам на музыкальном отделении. Значит, сейчас Света покажет вам произведение Иосифа Гайдна
Это серенада, и она называется «Тихо дверцу в сад открой». И она попробует вам сейчас передать характер и настроение этого произведения. Пожалуйста, студенты должны овладеть уже более осознанно. Первый курс мы даем вам понятие, что такое высокая позиция звучания. Да? Говорили педагоги? Да. Ну, конечно, говорили, но без этого мы не поем. Высокая позиция, мы говорим, это правильная позиция постановки голоса. А вот высокая позиция была в конце. Достала нотки она? А как это делается, Света знает, да? Давай попробуем. Значит, мы что делаем? Конечно, из неба делаем высокий купол, опускаем нижнюю челюсть, да? Пожалуйста. Исправляемся. Нет, давайте подойдем. Подойдем, да. Ах, тогда, да? Отсюда. Кто пел? Ага, ну вот давайте отсюда. Подойдем, следите, но. Ах, тогда скорее. Ура! Открывай. Все смотрели, да? Полина у нас с музыкальной подготовкой. Полина закончила музыкальную школу, как пианистка, 9-й, да? Курсе. Ну, пела где-то там в хоре, она пела, солистка она никогда не была. И тоже задача. У нее хороший материал. Но один недостаток у нашей Полины, она страшная трусиха. Вот давайте мы сейчас ее поддержим, да? Постараемся. Сложное произведение, это произведение называется «Колокольчики мои», написал ее Павел Булахов на стихи Огарева, да? Толстого, Алексея Толстого. Давайте поможем ей чисто. И смотрите за всем тем, что я сказала, что надо сделать, овладеть чем. Смело, сверху. Колокольчики мои, светите степные, что глядите на меня.
опять она забоялась этой ноты, да? Что надо делать, ты знаешь. Давай пробуем. Не снимай с дыхания, держи средней кушами, да? Открывай. Да, а давай такой прием сделаем. Давай пальчиком опускай челюсть. Мышцы наши очень хорошо привыкают, очень быстро, да? Вот. Если мы применяем вот этот прием опускания нижней челюсти, она быстро запоминает вот эти мышцы и начинает работать. Давай, средний куш. Опускаем. Ну, давай. Ну вот тут я говорю студентам всегда так, они сейчас стесняются вас. Я говорю, или красавицей быть, моя хорошая, или певицей, выбирай. Красавица – это не сюда, это на подиум. А вот певицы – это как раз сюда. Так что все методы, все средства у нас хороши. Так что мы еще и руками опускаем нижнюю челюсть для того, чтобы появился хороший звук. Открываем, давай, третий. Это лучше. Дальше. Почему обращаю внимание на постановку гортани? Это очень важно. Если вот так голова, почему перваки, первый курс, почему нельзя так голову держать? Лилия, почему? Потому что голос вперед не будет подаваться, а будет зажимать. Да потому что у нас в гортани что находится? Конечно! И гортань полезла вверх, и связки вместе, они же там прикреплены всевозможными хрящами, мышцами соединены, да? Гортань полезла вверх и связки то же самое, да? Поэтому высокие ноты будут очень тяжело поддаваться пению. Это понятно, да? Хорошо, давай попробуем. Ой, несет, прям открывай. Головку на место. Ну. Не снимай, держи, держи. О. Куда? Не знаю. Ну это лучше, это лучше. Хорошо, спасибо. Итак, пролетели 2 года, и вот он наступает третий курс. Третьекурсники себя тут сжались, да? Так, значит, что нужно освоить третьекурсникам? Вот я ее, видите, какая она хорошая, да? Она сразу выходит, я еще не узнала. Это Елизавета Захарова, Худякова. Значит, что нужно освоить на третьем курсе? На третий курс мы предполагаем, что она уже освоила певческое правильное дыхание, уже освоила. Мы не работаем, а уже освоено хорошее певческое дыхание. Опору звука, красивая кантилена должна уже появиться к третьему курсу. Значит, студенты должны овладеть разными видами вокализации, то есть петь и легато, и нон-легато, хотя мы редко пользуемся, но в вокализах это есть, стаккато, да, петь, акценты, это уже мы должны технически делать на третьем курсе. Далее овладевается
округлость, ровность всех гласных на всех участках диапазона. Да? И вот сейчас мы познакомимся с Елизаветой, но я думаю, что ее все знают. Да? Кто не знает у нас Лизу, все знают, потому что она эстрадная певица. Она у нас все время выступает на всех концертах и участвует в замечательном ансамбле, который мне тоже очень нравится, называется «Созвездие». Так вот, это лауреат всевозможных конкурсов, международных конкурсов. И опять-таки она поет в эстрадной манере. Вот давайте мы сейчас послушаем, что у нас в итоге получается к третьему курсу. Как мы овладеваем академической манерой пения. Она исполнит произведение Матвея Блантера, которое называется, на стихи Михаила Исаковского, которое называется «Полюбила я парнишку». Кто-то пел уже, да? Ну, давайте послушаем теперь в Лизином исполнении. Лиза, не волнуйтесь, все хорошо. Пожалуйста. Проглоти, что там тебе мешает? Проглотила? Да? Давай, готова? Глазки сюда давай, поднимай. Поднимай глазки, отрывайся от текста. Ты все знаешь прекрасно. Все.
у тебя блистательно получается эта нота верхняя. Там какая нота? Первый курс. Соль. А, соль, вы видели, да? Соль второй октавы. Эстрадные певцы поют такие нотки? Нет. Откуда же они поют? Я говорю, они поют в первой октаве. Но крайние ноты у них си и до второй октавы. Да? Редко. Это такие хорошие голоса, которые поют ре, ми, ре второй октавы. Да? А тут вообще у эстрадной певицы получается нота соль второй октавы. Она ее хорошо берет, но естественно, что вот так разволновалась. Давай попробуй, не форсируй. Ну-ка, бери ее аккуратненько. Нет, а мы будем исправляться. Да, вот тут не спешим. И аккуратненько ее туда зацепить. Не стреляй. Самое главное, не выстрелить в эту ноту, да? Ну, давай. Нет, сразу это в головном регистре. Кстати, когда на первый курс поступают певцы, да, ученики, многие подъезжают с одной нотки на другую. Знаете, да, вот такие грешки. У нас, кстати, вот Люда Пальчикова, это очень скользило от одной нотки к другой. И мы очень долго, почти мы полгода избавлялись от этой привычки подъезда. А теперь вот он появился такой прием апартамента, скольжение от одной нотки к другой. Да? Услышали его? Слышали? Хорошо. Спасибо. Я не думала, что такая трусиха. Вот что такое петь на аудитории, да? Ну, я хочу сказать, что это первое Лизино исполнение как классической певицы вот здесь перед слушателями. Так что молодец, хорошо. И далее, вторую ученицу я хочу показать. Это Маша Ланцова. Вот она у нас какая. Все ее знают тоже. Здесь Машенька. Маша у нас тоже эстрадная певица. Маша у нас занималась, как я говорю, с детского сада, да? Эстрадным вокалом. Она у нас эстрадная певица, у нее тоже все регалии были, она лауреат конкурсов международных и всех остальных конкурсов. Да? Но заниматься академическим вокалом вот Маша начала с удовольствием. Я заметила вот эту искорку, что ей это захотелось сделать. Почему? Я объясню, потому что я всегда своим ученикам говорю, что академическая манера, она никогда не помешает эстраде. Она усиливает все ваши вокальные качества, она делает голос выносливым, расширяется диапазон. Вы вот первый курс, вы заметили, как у вас вырос за первый курс диапазон? У меня многие ученики пришли и пели в пределах кварта квинта, первая октава. А теперь они поют уже и ре, и ми второй октавы, да? То есть диапазон расширяется. Лизы мы расширили диапазон, Лизок, у нас 2 октавы. 2 октавы, это очень хорошо. А вот у Маши 2,5 октавы. То есть это уже готовый диапазон, только его надо теперь совершенствовать, и она готова петь любое произведение классическое. В принципе, она готова петь это. Но сейчас мы, первое произведение, которое вы послушаете, это будет произведение, забыла я, Александра Гурилева «Внутренняя музыка». Послушайте, пожалуйста.
части начнем. И вот то, что ты делаешь на верхних нотах, помнишь, мы говорили, голос нельзя качать, да? Эстрада раскачивает голоса, академический вокал запрещает это делать, да? Не раскачивает, просто достаточно вибрато. Поняла? Это очень редкое вибрато. Получается вот такое качание голоса. Давай, сердце сюда. Вот, посмотрим, исправится она сейчас. Превращаем вот в такой купол, язычок опускаем зуб там, чтобы он там лежал, да, и было огромное пространство между язычком и куполом, да. Еще разочек давай вот это. Пробуем исправить. Маш, не волнуйся, ты тоже такая трусливая. Смотрите, как у меня сияют глаза, да. Вроде она не волнуется, она волнуется. У нее в классе замечательно получалось. Давай, ну. Открываем. Но с этим произведением мы выступали на студенческой весне. Но, к сожалению, мы не лауреаты на студенческой весне. Есть над чем работать, и вы сами это услышали, да? Есть над чем и куда трудиться, и куда идти. И теперь новое произведение, которое, Маша, вот в этом семействе мы работаем, очень сложное произведение. Оно носит название «Весной». Это произведение написал Ипполитов Иванов. Это произведение из цикла «4 провансальских песни». И поможет нам очень сложный аккомпанемент. Ерёминой Галины нам помогает сегодня в течение всего нашего мастера-класса. Давай, Маша. Вставай скорей, восходит солнце, разносит город на цветах. Вот открывай, не сжимай. Вот весенний, и зацветет над снег вдаль. Скорей вставай, вставай, вставай.
Смысл того, что мы поем от работы артикуляционного аппарата. Это сложная вся система артикуляционного аппарата. Первый курс. Очень сложно. Из чего она состоит? Давайте вспоминать. Первый. Вопросы. Там прям стоит. Артикуляционный аппарат. Что это такое? Понятие. Губы. Дальше. Зубы. Язык. Небо какое? Молодцы, умнички. Молодцы, просто пятерки надо ставить. Твердое, мягкое небо. Дальше что? Ну вот это что? Челюсть. У нас она есть. Какая? Верхняя, нижняя. Вы посмотрите сколько. Если вы не поняли слова, что у Маши схалтурила? Артикуляционный аппарат, да? То есть вот эта вся система. Давай попробуем, мы сейчас это исправим, да? Давай второй куплет. Отрывайся от текста, знаешь же, вот, может, такое волнение, да? Вот так вот прям вот смотрят в эти ножки, не могут оторваться. Сидите, что ты поешь. Вставай скорей, проснулась утро, идет на смену бежите. Понятно, все, да? Свой аромат струится. встречается у нас в вокале слово аромат. Так вот это слово надо запомнить. Оно как пишется, так и поется. Аромат. Мы с Машей бились, а сейчас я слышу аромат все равно. Аромат, строить стиль. Есть некоторые слова в академической манере пения, да, которые как пишутся, так и произносятся. Допустим, вот слово аромат, корнет. Мы не говорим кармет, как пишется, так и произносится. Запомнили? Хорошо. Давай, свой аромат строить. Отсюда. Я отойду, чтобы тебе не мешать. Давай. Свой аромат строить. Стоп. И дети хотят услышать. Правильность моих слов подтверждает. Аромат. Свой аромат строить. Цветочек жалобился. Встань, вставай. Составлено так, что государственный экзамен, ну они уже знают, сами уже выходят, да, давай потом тебе поговорим. Курс выпускной, курс последний, то есть какие требования? А требования к певице очень высокие. Что должна знать певица? Исполнять произведения вокальные на очень хорошем вокально-техническом уровне. Голос должен звучать ровно, на всем диапазоне, с хорошей опорой звука, с хорошей певческой кантиленой, над которой мы бьемся, вот с первого курса бьемся, с большим диапазоном, с развитым динамическим потенциалом. То есть мы должны уже петь и громко, и тихо. Да? Вот сейчас Настенька попробует нам это новое произведение, которое мы сейчас исполним. Написал это произведение Николай Андреевич Римский-Корсаков, это русский композитор замечательный, который называется «Не ветер, вея с высоты». Слышал кто-нибудь такое название? Да? Ну вот послушайте, новое произведение для вас. «Не ветер, вея с высоты». Новое и для Насти произведение. Ну постарайся, пожалуйста, постарайся. Давай. Дыхание не снимай. Еще разочек. Чуть-чуть вы
потише, да? Играйте аккомпанемент. Пожалуйста, сразу. Животик уходит. Набираем. Не бойся. Произведение, еще много работы над этим произведением. Так, я тебя прошу, единственное, не бойся, ты смотри, общайся с аудиторией. Ты для кого поешь? Для вот этого вот? Нет? Да? Вот туда обращай внимание, пожалуйста, на своих слушателей. И еще одно произведение, которое Настя споет, это будет произведение произведение Перголези «Сету маме». Исполняется на итальянском языке, а если перевести, то «если любишь», то вот такие проблемы могут возникать. Давайте слушаем. Mother
мы выступали на фестивале, конкурсе, он называется «Выбирай успех». И Настя там, это международный конкурс, и Настя дипломант первой степени. Я ее поздравляю с этим. Спасибо. И в заключение мне хочется сказать вот такие слова, я их нашла, и они мне очень понравились. Слова замечательного итальянского композитора 17 века Никколо Порпура. Что он сказал? Во-первых, это замечательный итальянский музыкант, он с 10 лет начал обучаться музыке, он педагог, он композитор, у него много вокальных сочинений. Так вот он умудрился, да, вот его портрет, пожалуйста, посмотрите. Вот такой красивый. Такой красивый Никколо у нас, да? И он в небольшом стихотворении выразил, скомпоновал всю методику вокала, вот, которой мы занимаемся все 4 года. Вот вы вдумайтесь, вы осмыслите эти слова, и вы запомните эти слова. Я сейчас вам прочитаю. Чтоб красиво петь до гроба, что это он говорит? То есть всю жизнь можно петь, да? Можно пропеть там 4 года, 5 лет и голос потерять. Много лет надо петь. Я говорю своим ученикам, минимум 25 лет учитель музыки. Но никто не работает 25, работают 30-40. Я вам говорю, что я 43-44 год в профессии. Да? Значит, чтобы красиво петь до гроба, купол сделайте из неба. Это понятно? Да? Все время мы говорим купол, чтобы петь в высокой позиции. Станьте полым, как труба, и начните петь со лба, в голову. Голый. Дальше. Чтобы петь и не давиться, не забудьте удивиться. Вдох короткий, как испуг, и струной давите звук. А где О, И где У, но не в глотке, а во лбу. Вот давайте мы сейчас все встанем и попробуем прочитать эти слова. Стой. Нет, это не то. Это не то. Нет, не надо. То, что я прочитала. И это не будет понятно. Нет, вот это Не обращайте внимания. да? Давайте читаем все вместе, пробуем. Чтоб красиво петь до гроба, купол сделайте из неба. Станьте полым, как труба, и начните петь со лба. Ощущайте точки 2 в животе и в голове. Набирайте на живот и пошлите звук вперед. Чтобы петь не давиться, не забудьте удивиться. Вдох короткий, как испуг, и струной тяните звук. И последнее что? Если вы наверх. Да, да. А где О? Давайте. А Где О где У, но не в глотке, а во лбу. И не со лба до живота, но пустота. Вот на этой ноте веселой я хочу закончить и сказать вам, если вы хоть чуть-чуть пробудили свои чувства и откликнулись на такой интересный предмет, как академический вокал, я вас призываю. Это очень интересно, это укрепит ваши голоса, это сделает вас разностороннее, это сделает вас грамотнее. И, пожалуйста, не пропускайте занятия. А первому курсу я желаю удачи и хорошо сдать дифференциальный